Так, сегодня у меня такой образ девочки-одуванчика, и мне на свидание набился парень, альфа-самец Москвы, и сегодня, в общем, посмотрим, какой он по факту альфач. Ну, там будет видно, в общем. Привет. Это что за дела такие? Слушай, ну ты хоть предупредила, что ты вообще тут будешь? Я не знаю, оделся нормально. И вообще он на своей тачке пригнал. В смысле, а что тебе не нравится? В смысле, что я из Москвы. У меня все есть, я бы тебе все отдал. Вот деньги. Ты вообще, ну надо так, даже не предупредила. Подожди, а что с машиной не так? Слушай, ну что за дешевка, я не знаю, вот, ну честное слово, Nissan тут какой-то, ну, BMW хотя бы взяла, или там этот, как его... Ну, мне вообще-то, как бы, родители подарили на 18 лет, как я сдала на права. Ты родители, все понятно, но ты достойна большего. Например? Ну, например, я уже сказал, да, что я из Москвы, вот, приехал в Питер тут на пару дней, как говорится, тусить, да, ну, с такими, как ты. Поехали в гостинку. Куда? В гостиницу. В какую-нибудь пятизвездочную. Я знаю, на Невском там есть. В смысле, что мы там будем делать? Блять, что можно делать в гостинице с такой обаятельной девушкой? Скажи, пожалуйста. Почему ты решил, что мы на первом свидании должны сразу ехать в отель? Я думала, что, ну, парк, то есть ты... Я это еще в Москве как бы решил, и в Питере тоже так уже за меня решили, поэтому я не вижу никаких проблем. Ну скажи, чем вообще Питер отличается от Москвы? В чем проблема? В Москве со мной постоянно, понимаешь, каждый вечер, там, каждую условно пятницу кто-то со мной ездит в гостиницу. За обстоятельства, благодаря которым мы оказались с вами за одним столом, собственно, и, возможно, окажемся еще в одном номере. Все возможно. Здесь в чем проблема? Ну, не то чтобы проблема какая-то, просто, ну, я погулять хотела и... Хорошо, просто... хорошо. Так, а в чем? Давай сначала погуляем. Вон, Невский проспект, там, не знаю, 2 километра, уже тебе мало. Зайдем в какой-нибудь барчик, посидим, а потом снимем номер в гостинице. В бар? Да. В смысле? Питер, он что, разве барами не славится? Просто... Вот я москвич, я знаю, а ты? Я просто не пью. И если ты подразумеваешь сходить в бар, потом в отель, потому что ты хочешь меня, блядь, Я подразумеваю провести с тобой время. Так. Очень в романтичной атмосфере. Я не понимаю, в чем проблема и почему ты отказываешься. Ты можешь не пить, если ты не хочешь, ты можешь поесть. Ну да, вот как закусить. бы поесть я не против, как бы поесть можно, в принципе. Ну, я выпью, как бы, а ты вот закусишь там за меня. Ну, ты, конечно, интересный молодой человек, я тебе так скажу. А ты интересная молодая девушка. Мы, по-моему, все нашли друг друга. Слушай, ну, в любом случае, ты пытаешься подвести к одному, я не понимаю, или что? Тебя хоть что-то во мне привлекает, я не знаю, может... Просто вот, допустим, я хожу как вошел сюда, в клубы, да? Меня все привлекло. Понимаешь, я хожу в шахматный клуб. Я как бы сегодня в библиотеке провела более 6 часов. Я начитанная, я образованная, и знаешь... Нет, шахматный клуб это хорошо, я вот в детстве... Твои бары... Это ни в какие ворота не лезет. Извини, конечно, но... Ну смотри... Вот мне просто мама сказала, что еще рано. Хорошо, хорошо. Вот смотри, шахматный клуб, там, библиотека, это все замечательно. Но вот ты когда? Ты в детстве вот ходила туда, но сейчас-то уже... Я не говорю, что вообще не надо ходить. Ты можешь туда ходить, но ведь что-то же должно меняться с возрастом. И кто тебе запрещает сейчас? Ну, тебе сколько лет? Мне 22 года. И в чем проблема? Ну, в бар сходить. Я говорю, можешь не пить, если не хочешь. Тебя никто не заставляет. В гостиницу со мной сходить тоже можно. Слушай, гостиница, конечно, это все здорово. Это все очень классно, но это не мой формат мероприятия. Знаешь, я бы, Это не формат мероприятия, это формат отдыха. Это не отдых. Это не очень адекватно. А где ты хочешь отдыхать, я не понимаю. Где ты вообще, извини меня, вот такое движение, чпокнуться, где ты хочешь? Вот на асфальте? Здесь? Прости. Прости, то есть я была права, то есть, что ты
ты сейчас пришел ко мне, и мы с тобой провели буквально меньше часа, и ты говоришь, что ты хочешь трахаться? Можно было провести меньше минуты. Я не знаю, у нас в Москве всегда так. Я, наверное... Это же просто вот, понимаешь, Никита, судьба сама меня вот навела, это подарок ее. Еще нетронутая девушка руками мужчин. У меня еще не было мужчин. А когда ты хочешь тронуться? Я тебе так скажу, уже можно и уже пора бы. Вот а ты так решил? Да не я так решил. Это все так решают. Не знаю, вот ты какая-то реально такая уникальная, что ли. Не встречала еще такое. Вот, честно, очень бы хотелось, так сказать, замутить, что ли. Обычно мужчины ухаживают. То есть мужчины сначала ухаживают. А я что, не буду ухаживать? Любимая, тут сначала барчик, потом гостиница. Это, по-твоему, ухаживать? Розы, шампанское, ванна. Я сейчас посмотрю Да. в джакузи, зарядку, секунду. Да? Это я просто, чтобы не забыть обратную дорогу. Это, по-твоему, Это все включено будет, вот что самое главное. Ты там сама можешь выбрать, не знаю, там любой, говорится, тариф, услугу, там, что тебе понравится, что ты любишь. Я готов ухаживать. Никит, ты такой дерзкий. Я даже не знаю, что тебе сказать на это. Просто я росла в правильной семье, и у меня верующая семья. Да, я и понял. Ты понимаешь, на что ты меня пытаешься сейчас подвинуть? Я все прекрасно понимаю. Я тоже, вот, не поверишь, но вырос в правильной семье, просто в московской, в столичной. А ты вот сейчас как бы ведешься как такая вот правильная тургеневская девушка. Ну, это вот не совсем правильно, скажу тебе так. Ну, в любом случае, я неприятно удивлена. Неприятно? Неприятно удивлена, потому Почему? что ты очень настойчивый, ты очень настырный, и как бы это все неправильно. Ты сейчас пытаешься меня подтолкнуть на то, как бы чего не должно быть, понимаешь? Как бы мужчина должен заботиться, должен ухаживать. Мне обычно мужчины стихи читали. Так, я не буду настойчивым тогда, как ты говоришь. Вот поехали сейчас там к Невскому, в центр города, просто поедем, поговорим с тобой о чем-нибудь. Ты подробнее о себе расскажешь, я о себе. И а потом в отель, там все само пойдет. Да? Ты не переживай. В отель, не в отель. Я же уже предложил варианты. А цветов подарить мне не хочешь? Нет? Там, не знаю, стих прочитать или... Конечно, хочу. Вообще даже хорошо, ладно. Ну, давай... просто здесь вот ни цветочного, там, ни книжного нету, чтобы взять какие-то стихи, цветы. Мы проедемся и по пути что-нибудь найдем. Хорошо. Мы поедем, проведем классное время, но как бы без ничего лишнего. Мы возьмем лимонаду. Обязательно. Вот. Ты можешь там пить все, что хочешь, но я как бы лимонадик хотела бы. И знаешь... я дома-то за компанию, как бы не откажешь, там, бокальчик, я не знаю, рюмку, как бы, просто за компанию со мной. Буквально чуть-чуть. Я же сказала, что у меня верующая семья, мне это не позволено делать. Табу? Никит, мы проведем классное время вместе, а потом мы будем встречаться же, да? И ты со мной останешься недельки, 2-3, как... Смотри, я сюда приехал дня на 3 к своему другу-товарищу. То есть ты меня оставишь одну? Подожди, стой, ты проведешь со мной время и уедешь на 3 дня обратно? Дай мне договорить, я уеду, конечно, обратно, потому что я живу в Москве, но я буду сюда Подожди, стой, а как же мы? Ты хочешь... Так, подожди. Ты говоришь, что я классная. Так, варианты, опять же, нарисовываются сами вообще по себе. Ты можешь либо со мной ко мне в Москву переехать, у меня хата там на Рублевке. Не моя, правда, батина, все равно, понимаешь, условия, я не знаю, кто от таких, по-моему, еще никто не отказывался. Если еще, не знаю, там, не можешь, не хочешь, надо подумать, пожалуйста, оставайся в Питере, я буду за тобой переезжать. Все. Хочешь, я тебе iPhone куплю? Последний. У меня есть телефон, ты подарок хочешь мне сделать? Или... Да, я хочу тебя одарить. А я тебе что-то должна потом буду, да? Ничего не должна будешь, просто в гостинице проведем с тобой вечерок. По-моему, мы этого оба хотим, если я, конечно, не ошибаюсь.
понятно. Нет, я не продаюсь, извини. Я тебе говорила, что у меня уже не было ни одного мужчины, в принципе, в жизни. А значит, будет? И ты хочешь быть им, да? Да, хочу им быть. Угу. Я, наверное, подумаю над твоим предложением, потому что я немножко рассчитываю на то, что мы как-то не так будем проводить время все-таки. Я не знаю. Давай вот ты не будешь там думать, рассчитывать. Давай буду все это делать я. В конце концов, я приехал, как говорится, в твой город, в гости. Слушай, я, наверное, все-таки откажусь, потому что Слушай, скажи, вот хуй ты ломаешься, а? Вот я с тобой, я не знаю, уже 20 минут просидел, и вот ни к чему мы так в итоге не пришли. Слушай, Никит, я на самом деле недавно была в классной библиотеке и... Блять, все, остановись, пожалуйста. Пожалуйста, я тебя прошу. Ты меня уже заебал своими библиотеками, своим книжным, своими шахматами. Я все понимаю. Правильная семья, Питер, все дела, но правда, прости от души. Было приятно с тобой говорить, но я понял, что с тобой мне делать не. Честное слово. Никит, подожди, стой. Зайди обратно, пожалуйста. Что? Закрой дверь. На самом деле, я могла бы тебя приятно удивить. Ну попробуй.